Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте узнаем, что же ждет вас с загаданным человеком. У нас будет одна позиция. Сразу же смотрите, насколько подходит расклад под вашу ситуацию, подходит или не подходит. Итак, что же ждет вас с загаданным человеком? Вас ждет союз. Вас ждет союз двух любящих сердец. И многое в этом союзе будет зависеть от вас, от женщины. Многие из вас, конечно же, смотрят на своего постоянного спутника, либо на своего супруга законного. И в данном случае можно сказать, что ваши отношения и союз ваш будет только крепнуть. Здесь есть люди, которые вас поддерживают, и это в первую очередь ваши родственники. Пентаклевая королева – это, как правило, мать, сестра, либо близкая подруга, тетушка, родственница, которая будет способствовать тому, чтобы ваши отношения крепли, процветали. Десятка кубков – это символ любви и взаимопонимания. Это символ счастливого семейного будущего, когда люди вместе идут в свою сказку, которую они когда-то начали писать. Безусловно, чувства ваши взаимны, и вы хотите одного и того же. Шестерка пентаклей говорит о том, что вы, безусловно, друг друга дополняете и поддерживаете. Также здесь может отыграться ситуация, в которой не свободны вы, либо не свободен ваш партнер. И если же ситуация именно такая, когда кто-то из вас не свободен, то здесь семьи рушиться не будут, семьи останутся нерушимы. Но знайте, что человек, которого вы любите, на которого вы смотрите, он дорожит вами точно так же, как дорожите им вы. Здесь все взаимно. Мысли, чувства, намерения. Все, что испытываете вы, тоже отражает и он. Единственный момент, здесь очень сильно влияние Пентаклевой королевы. В данном случае, если человек не свободен, то это его супруга, либо его постоянная спутница, также может быть его мать. Но это сути не меняет. Вот в каких бы статусах вы ни находились, свободные, не свободные, в любом случае между вами союз не прекратится. Вы нужны друг другу, вы друг к другу тянетесь, вы друг друга любите. И помощь друг от друга вы очень цените и намерены ее и дальше получать, как отдавать, так и получать. Максимально, конечно, презентабельная ситуация для тех, кто не имеет соперников и соперниц, кто сам свободен и кто смотрит на свободного партнера, либо на своего постоянного спутника. Здесь, конечно же, семейные дела и вопросы, они выходят на первый план и будут решаться максимально благополучно для вас. Будут некие ситуации, двойка мечей – это состояние, некого тупика, некой безвыходности. И в том случае, если отношения не свободные, то именно тот факт, что развития быть не может, и спровоцирует ту самую вот тупиковую ситуацию. Если же вы смотрите на своего постоянного спутника, то есть нет у вас соперников, соперниц, то здесь у вас просто возникнет ситуация, относительно которой у вас совершенно разные взгляды. Вот вы хотите так, а он хочет иначе. Тем не менее, компромиссы будут найдены. Рыцарь Пентаклей – это умение сделать шаг навстречу. Умение уступить, умение предложить, принять предложение. Поэтому все успокоится. Для тех, кто смотрит на несвободные отношения, можно сказать, что развития здесь не будет. Вот все будет в одной паре. Могут случаться временные паузы, могут случаться временные затишья в ваших отношениях. Но здесь не разрыв, здесь не будет финала.
Для тех, кто смотрит на своего постоянного или потенциального спутника, здесь просто, знаете, вот как в одной паре вы идете спокойно, решаете планомерно возникающие вопросы, ставите перед собой новые задачи и, соответственно, их решаете. В любом случае отношения здесь не прекращаются. Это, знаете, как жизненный цикл, когда то день, то ночь, то хорошо, то плохо, то радостно, то грустно. Но все сводится к тому, что вы друг в друге нуждаетесь. И сколько бы трудностей не возникало на вашем пути, вы их будете решать. Мужчина понимает то, что он всецело должен исполнять роль императора, мужа, отца, настоящего мужчины, который должен нести ответственность за то, что он возложил на свои плечи. Он должен исполнять свой императорский долг. Он будет заботиться, он будет любить, он будет одаривать подарками, он будет исполнять свои обещания. И отношения ваши, они будут длительными. Шестерка кубков. Для тех, кто в паре, у кого нет соперников, соперниц, здесь даже возможно рождение детей еще, рождение деток. Потому что шестерка кубков — это связь времен, это династическая карта. Она говорит о том, что то, что между вами, оно будет длиться долго. Моментами, смотрите, будет наступать такая рутина, которая порой утомляет и хочется добавить как-то красок, но эти моменты, опять же, вы решите, вы уладите все между собой. Для тех, кто находится вне свободных отношениях, здесь они все равно у вас будут длиться долго, потому что есть у вас чувства. В те моменты, когда вы не вместе, вы будете скучать друг по другу. И, знаете, здесь такая ситуация, когда придется уже смириться с тем, что всего желаемого получить от этих отношений вы не можете. Но, тем не менее, здесь каждый раз будут приниматься решения относительно того, чтобы так или иначе быть вместе. Здесь нет и не будет разрыва. Здесь могут быть временные проблемы, которые будут решены. И тот мужчина, на которого вы смотрите, он имеет абсолютно все шансы и возможности для того, чтобы сделать вас настолько счастливой, насколько он может это сделать. Периодически будут отношения выходить на новый виток. Паж жезлов — это, как, знаете, как новая страничка. Потом опять будут сталкиваться с трудностями, потом опять будут эти трудности решаться. Но здесь, опять же, огромное влияние на ваши отношения оказывает женская фигура. Для кого-то это фигура соперницы, для кого-то это фигура родственницы. И для тех, кто смотрит на своего спутника, мужа, потенциального партнера, знаете, что здесь, скорее всего, вам досталась такая свекровь, об которую еще можно поломать зубы. Она знатно гнет свою линию и подливает масло в огонь. Но, тем не менее, вашу любовь ее ничем не загасить, не затушить и никакими вообще трудностями ее не испугать. Вы любите друг друга. Человек, на которого вы смотрите, он испытывает к вам самые искренние, самые настоящие эмоции. И вы друг другу даны для счастья. И в разных ситуациях вы будете только лишь друг друга поддерживать. И каждая новая цель, к которой вы идете, она будет только лишь укреплять ваш союз, укреплять ваши отношения. Потому что от достижения каждой достигнутой цели, да, поставленной цели, вы получаете настоящее удовольствие. Поэтому здесь, конечно же, вот такая ситуация, в которой много любви, много эмоций. Без проблем, без таких трудностей не обойтись, но вы все, конечно же, их преодолеете. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.